Всем привет, вы на канале Guns of Glory от А до Я, меня зовут Влад. На своем канале я рассказываю про данную игру, как играть, что делать и так далее. И сегодня у нас 6 число и волк. Сегодня я расскажу, как правильно бить волка, как выделяться из толпы, какими войсками вы нанесете максимальный урон, независимо от вашей статистики. Сейчас я вам приведу пару примеров на своих аккаунтах, и потом мы с вами будем бить волка по дальним боем, кавалерией и пехотой. То есть вот моя основа. Я сегодня проатаковал волка. Открываем рейтинг урона. Угроза королевству. И вот рейтинг 11. То есть смотрите сколько, да? 671 миллион урона нанесено. Я атаковал кавалерией. Чисто кавалерии. 509 тысяч у меня поход со всеми бафами. И статистика. Сейчас я вам покажу свою статистику. Вот моя статистика, то есть там 10, 21, кавалерия вот 22. То есть вы понимаете, да, всего лишь 600. Сейчас еще раз открою. Точно. Угроза королевству. И рейтинг урона открываем на всю. Получается 671 тысяча. Есть второй аккаунт, тоже 30 уровня. Вот он. Не сюда нажал. Сейчас чуть побольше сделаем. Вот, есть, вот он рядом стоит. Это все три мои аккаунта 30 уровня. Есть второй аккаунт. И смотрим рейтинг по волку. Угроза королевству, место 13, рейтинг 611, то есть там буквально 60 тысяч разница. Но смотрите статистику данного аккаунта. То есть у меня там по 10 и выше. И смотрите статистику этого аккаунта. Сведения о преимуществах. Смотрите, 8, 7, 7, 13, 13, 15. Вообще просто ни о чем. Уроны тоже маленькие. А урон по волку такой же, почти, 60 тысяч разница. И поход. Поход, смотрите, у меня на основном аккаунте 509 тысяч был. Тут 417. И тут войска просто они даже... как я атаковал войсками, они... Там Т8, Т7, просто там, есть Т10, конечно, Т9, да. В чем, собственно, фишка? То есть, если вы атакуете дальним боем, у вас урон идет почти в 2 раза. То есть, вот, дальний бой, он тут вот именно, сейчас я покажу, в принципе, армию, сейчас перейдем сюда. И вот она, собственно, войска, которые они все, тут вот 417 тысяч, то есть получается чисто дальним боем я атаковал, вот он, тут 341 тысяча Т10, остальные Т9, и вот я атаковал, и тут вот в принципе Т9, Т7, Т1, и вот это все, весь остальной сброд тоже ходил в поход. 341 тысяча Т10 дальнего боя нанесли столько же урона, сколько нанесли 509 тысяч кавалерии Т10, чистой кавалерии Т10 я атаковал 509 тысяч. То есть понимаете, какая разница? То есть если у вас дальний бой, или вы в принципе не играете дальним боем, но когда волк и вы хотите выделиться, быть там в топе урона, вы просто берете поход, стражей дальнего боя, поход из дальников, делаете все усилки, там лимиты похода все активируете и идете на волк. Естественно, у вас урон будет намного выше, там почти в 2 раза, чем вы его обычно бьете. Если, конечно, вы били дальним боем, у вас ничего не изменится. И сейчас я вам, в принципе, покажу на примере, как это работает и сколько будет урона разным видам войска наносить. Переходим на другой аккаунт, на котором я еще не бил волка. Да, второй аккаунт я, в принципе, закрою. Он нам не нужен уже. Все, что хотел показать, я показал. Идем дальше. С вами нанесем один урон дальниками, один урон пехотой и один урон
кавалерии, потому что на этом аккаунте есть армия. Все есть. А на основе у меня не было такой возможности, потому что у меня там одна кавалерия. То есть, вот откроем тут армию, сейчас погляжу, я посмотрю. Да, пехоты тут мало, ну вот кавалерии и дальний бой, то есть 800 тысяч и 928 тысяч. Волк я еще тут не бил. Переходим. Система. И королевство в опасности. Переходим атаковать, чтобы сразу координаты нам нашлись. Не забывайте про щит. Сейчас идет КЕ. Так, телепортируемся. Надеюсь, тут щит есть. Смотрите, сколько золота. Ужас. 182 тысячи. Так, все, щит тут есть. Активируем усилки. Ой-ой-ой. Вначале делаем умение. То есть перед атакой на волка, вот очки умений, сбрасываем все, что у нас есть там по экономике, и одеваем вот это вот умение. Тут любое, в принципе, без разницы, что вы выбираете. Самое главное, это прокачать лимиты в походе. Тут мы как раз прокачаем и то, чтобы не было разницы там по кавалерии и по дальнему бою. Сейчас, в принципе, я еще покажу статистику данного аккаунта. И урон, который мы с вами нанесем. Пехотой нам не получится, конечно, проатаковать. Но пехота, она в любом случае наносит даже меньше, чем кавалерия. В любом случае. То есть, ну, либо ровно столько же, там будет все зависеть от вашей статистики. А дальний бой, он багнутый. Почему-то на волка, вообще на любые инвенты, то есть там на вампиров, на шляпников, дальний бой, он всегда наносит больше урона, чем другие роды войск. Почему это сделано так в игре, совершенно непонятно. Так, прокачиваем на войну все. Немножко это времени подольше займет. Так, скорость в походе. И вот лимит войск. Это, по-моему, последний лимит войск. Да, все мы прокачали. Книжечку активировать не будем, она нам не нужна. Потратим все остальные вот на кавалерию, на дальний бой, на пехоту. И где-то я еще там что-то пропускал. Пехота. Пехота и пехота. Так, тут у нас осталась одна артиллерия. Ну ладно, прокачаем артиллерию. В принципе, это не обязательно, ну просто, чтобы не было пустых очков. Умений мы прокачиваем с вами до конца. Все, вот так. И вот так. Все, мы прокачали. Дальше переходим в хранилище. Активируем вот это вот баф. На 2 часа нам хватит вполне. Активируем вот этот. И переходим вот сюда. Перед тем, как бить волка, обязательно всегда делайте вот эти вот вещи. На лимит похода. На лимит похода. Чем выше поход, тем выше урон. И переходим к самой атаке. Атаковать. Сейчас стражи на дальний бой. Естественно, мы выберем дальний бой. Вот, 497 тысяч поход. Атакуем. И смотрим сразу. Урон. Урон по волку 720. Ой, получается урон по волку 72 миллиона 778 тысяч. Дальше идем к кавалерии. Если вы бьете дальниками, стража у вас на дальников. Если вы бьете кавалерией, стража у вас на кавалерию. Ищем к страже кавалерии. Вот она, раз. И да, Гастон у нас получается 2. Выбираем кавалерию. 489 тысяч. Атакуем. И смотрите, сейчас просто пополам. 41 миллион. Ну, не в пополам, ну почти в пополам. То есть 72 миллиона дальним боем. И всего лишь 441 миллион кавалерии. Немножко, да, на 2000 у нас тут меньше поход.
Ну, это, в принципе, разницы нет. То есть дальним боем мы в любом случае еще раз бьем дальним боем. Вот, смотрите, атакуем дальним боем еще. И смотрим следующий отчет. 70, да, миллионов. Смотрите, если активировать усилки, то есть, в принципе, я не знаю, работают они, не работают на волка, вот эти вот усилители. Честно, я сказать не могу. Ну, сейчас мы с вами, в принципе, это проверим. Еще раз дальним боем атакуем. И смотрим урон. Да, работают, в принципе, 76 миллионов, даже 76. Так что активируйте, не забывайте данные усилки. И кавалерии еще раз. Для сравнения. Открываем. Выбираем кавалерию. Вот тут вот стражи меняем. Раз страж. И 2 страж. Стражи со звездами. Тоже по 3 звезды. И вот я говорю, тут разница 5000 похода. То есть, ну, это вообще не существенно. То есть, и смотрим урон еще раз. Получается у нас 42. То есть, ну, было 40, стало 42. То есть, вот разница почти пополам. То есть, на 30 миллионов где-то урона разница идет дальнего боя. И разница идет кавалерии. Сейчас открою статистику данного аккаунта, покажу. Открываем где-нибудь вот поражение, да? В принципе, да, статистика. Вот, все. Открываю статистику, и вот она какая статистика данного аккаунта. То есть вы теперь понимаете, какая... Стоп, это эконом шмот. Такая статистика нам не пойдет. Перейдем в форт. И в форте мушкетера уже поглядим нормальную статистику. Аккаунт это не мой. Так, переходим в дальний бой, атакуем. И вот она статистика аккаунта. 7, в принципе, стандартная, тут 13, 15. То есть вы понимаете, да, вот такая вот статистика намного ниже, чем там на моей основе, чем там у многих других замков. Ну, по урону, если вы будете атаковать и вы хотите выделяться на волке, атакуйте дальним боем, потому что сами видите, почти 1000, то есть на 40 миллионов, да, идет разница у нас по урону. Еще раз вот делаем раз атаку и смотрим урон. Он там фигурируется по-разному. Вот получается 70 миллионов, да. Еще раз дальним боем он, то есть, ну, скакает, но все равно дальний бой, в отличие от кавалерии, намного больше наносит урона. Еще раз. Открываем вообще, да, 68 там с копейками. Давайте покажу, как вот как раз есть атака. Смешанный поход. Давайте возьмем вот так вот ровное количество всех. Ну, не ровное. Ну, давайте вот так. Да, все. Вот он смешанный поход. Сколько нанесем мы смешанным походом урона. Атакуем. Смотрим. 67. То есть все равно чисто дальним боем. Это из-за стражей. Из-за того, что присутствуют дальники и стоят стражи, короче, на дальников. Если мы сейчас выберем одного стража дальников, да, смешанный поход, смотрите. Вот такой вот смешанный поход, да, и один страж будет дальник, а один страж мы возьмем, допустим, кавалерию, вот 70 левел. Так, по максимуму. Атакуем, все равно у нас получится меньше. 61 миллион, а тут было 67. То есть в любом случае бафнутые стражи, бафнутый поход на дальников, это просто. И вот давайте, да, там для сравнения, короче, уберем вообще дальников, да, и вот нанесем пехотой. Я сейчас посмотрю, стражи есть у нас на пехоту. Вот он, 71 уровень, хороший страж. Вот такой пехоту и кавалерия, да, совместно. То есть, в принципе, второго стража меняем второго стража на кавалерию. Ой,
Вот так делаем, да? Получается, и атакуем. И смотрим по ходу. 32, то есть вообще копейки, понимаете? Так что если хотите выделяться на волке, просто атакуйте дальним боем со стражами дальнего боя и прокачанными талантами. Талантами я подразумеваю вот эти вот таланты, то есть вот эти вот. Звездочки, они в принципе играют роль, но небольшую, то есть, а вот это главное, чтобы у вас талант был прокачан у обоих стражей. То же самое у кавалерии, то есть разница колоссальная, то есть будь на этом аккаунте статистика по 10 тысяч, да, и как у меня там по 20 дальний бой, грубо говоря, то урон был бы вообще там в два раза больше от дальнего боя, то есть всем спасибо за просмотр, бейте волка правильно и будьте в топе.